один, идут постоянные стуки при движении. Вот сейчас на ходу все равно их не слышно. Кондиционер Хала, вот у кого такие ручки. Кондиционер Хала. Оказалось, искал панели, снимал воздуховоды, думал, в воздуховодах где-то стуки идут, магнитофон даже заодно поменял, думал, здесь где-то стуки, звук именно внутри при движении. А оказалось, дело в печке. Если мы сюда заглянем, откроем капот, вот у нас здесь два патрубка, так как получше их. Вот они. Вот если его пошевелить, плохо видно, наверное. Вот он, этот стук, который идет в салоне. То есть вот так можно легко обнаружить, оно или не оно. Вот таким макаром. Под воздухом посередине. Значит, вот они у нас патрубки. Сейчас стучат. Слышно, да? Снимаем вот этот воздуховод. И потом будем разбирать серединку. Сейчас откручиваю, буду снимать. Вот, снял крышку. Доступ к печке доступный. Снял вот эту клипсу. Сейчас буду сердцевинку снимать и посмотрим. Значит, тосол я решил поменять. Антифриз, вернее, поменять есть. Просто солью вниз. Сейчас все равно мне пора поменять. У меня задача с этим, чтобы куда-то в тару смывать. Я открыл. Вот там наша печечка. Здесь, значит, еще внизу на двух гайках надо торцовой на 10 трубочку. Сейчас попытаюсь открутить, если нет, отрежу. Решил нарушить порядок. Трубочка идет плохо. Сейчас шланги, наверное, сниму. Все равно тосол снимать, чтобы, когда здесь вставляю ключ, проворачивать было удобно трубочку. У кого трещотка с глубоким пазом, тому будет проще. Открутил шланги. Хомутики стояли вот так вниз. Вначале ключом на 8 сорвал, а потом уже провернул отверточкой. Так что ключик на 8 обязательно понадобится. Здесь у нас прокладочка, она сразу порезанная, ее просто вытащить. Вот, теперь доступ у нас есть. Сейчас буду, поскольку, повторяйте, щетки такой с длинным пазом нету, буду трубкой откручивать дальше на 10, который держит резьбу чехол защитный. Открутил одну гайку. И начал со второй мучиться. Потом смотрю, можно, оказывается, тут ее было и не откручивать. Единственное, там большая шайба. Вот я сейчас шайбу эту убрал, у меня здесь хорошо промялось, все сложилось и будет доступ. Сейчас нужно открутить здесь болтик один, там один и внизу один, да, по идее, так, как я смотрел по интернету, на 3 шурупах крутится. Сейчас я откручиваю, и доступ к печке. Оказался тут приклеены под защитой. Ну, все, снял. Вот защита это на 3 шурупах. Вот, раз, два, три. Ну и теперь достаем печку. Вот, все, без проблем. Раскрылся. Оказалось, все не так уж и сложно. Где течет, пока не знаю. Но все равно купил новую. Вот эти штучки у нас должны были защищать от того, чтобы она не стучала. Потерлись от времени. Шланги наши задубели. Сейчас будем отклеивать и вставлять новую. Так, вот старый. Вот новую. Значит, вот как должно быть на упаковочке. Хала написано. Марка, ну, может, производитель другой, может быть. Вот он у нас идентичный. В комплекте идет резиночка сразу, самоклейка. Ну, наверное, ее будет недостаточно. Возможно, я поролончика добавлю. Утеплитель сделаю по краям, чтобы он поплотнее. Я думаю, дольше прослужит. Вот, отрезал полосочки. Намазал клеем там. Тут тоже сейчас посерединке сделаю, чтобы решетки побольше. Сейчас буду пробовать вставлять. Клеем. Пробовал старый засовывать. Можно засунуть черт знает куда. Никаких ограничителей не присутствует. Поэтому надо как-то будет остановиться в каком-то месте разумном. А когда направляющие уже присутствовали, все-таки во что-то он остановился. Есть какой-то ограничитель, не беспокоиться. Глубоко, не глубоко, точно попал. Ну, теперь собираем все в обратном порядке.
Когда засунул, пошептал, все-таки легкий стук присутствует. Поэтому немножечко снизу все-таки я запихнул маленькую ленточку с утеплителя. Так, а теперь стуки отсутствуют. Думаю, лишний не будет. Прикрутил крышечку. Отдел шлангами пока с одной стороны. А здесь вот даже есть, казались, стрелочки родные. Вот они. Тут плохо видно, тут довольно хорошо видно. А их так не перепутать, одна коробка, другая длинная, но все-таки даже вот есть помощник стрелочки. Ну все, хомуты затянул. Теперь ставить эту штучку, собирать защиту. Но вначале залью антифриз, посмотрю, течет, не течет. И в принципе дальше уже ничего интересного, видео снимать дальше не буду. Вот, сборку закончил. Ушло 4 литра антифриза. И эта еще печка не заполнена. Надо где-то стать на подъем, догреться, дождаться полного прогрева и чтобы воздух вышел с печки, под уклоном стать. Так что если у вас антифриз хороший, не собираетесь его менять, давайте сливайте в емкость. Ну, вроде как так. Ничего сложного, ребята, можно делать самому. Кстати, проехался по мастерским, хотел обратиться, но все были заняты. Кто-то сказал, это сложно, не буду. Вот, и поэтому сам делал.